Всем привет! Сегодня видео будет о том, какие запчасти мне удалось уже раздобыть на Альфа Ромео Джулию, по какой цене и немножко о старых запчастях, которые пооставались. Начнем с самой удачной покупки. Это диски, так как один диск у меня был сильно поврежден и он особо не подлежит. Ну, то есть можно его сделать, но я думаю, что лучше новые купить, а этот оставить как сувенир. Было решено купить новый такой, но цена одного довольно большая, и мне удалось купить 4 диска практически по цене одного. Сейчас их распакуем, посмотрим, что же я купил. Wonder how I'm alive when I'm not even breathing. How much further is it aching so exquisite? I hope we can stop in time. Now you don't wanna dance, 'cause we're looking right through you. Oh, and the clothes that you wear, we don't need to stare. Oh, but the people you know, they say what they want to. Oh, 'cause the truth of it is, we don't really care. Все в хорошем состоянии, как и ожидаемо. В комплекте шли 3 колеса из 4, но они все в довольно печальном состоянии. Как видно, тут уже протектора особо не осталось, что они будут разве что на первое время. Из приятного, что есть, это датчики давления в колесах, потому что мой один поломанный, тот, который в разбитом диске стоял, так что не надо будет заморачиваться с их покупкой. Но сами диски, конечно, не без дефектов. Тут вот есть, не знаю от чего, но такие царапины по всему периметру одинаковые. Раз они одинаковые, значит диск ровный, уже хорошо. Кстати, резина оригинальная, которую я ставил из завода на Альфа Ромео Джулию, Pirelli P0. Те, кто не знает, то сзади тут стоят 285 на 30, а спереди 245 на 35 резина. То есть разноширокие диски, передние восьмерки стоят, задние десятки. Альфа Ромео диски с моей Джульетты. Ради интереса глянуть, какой вес у этого колеса. Тут тоже нормальная резина стоит, Dunlop. Не самая плохая. Сейчас посмотрим, сколько он весит. Вот это колесо 21 килограмм почти. Задняя 19,7. И передняя, сейчас посмотрим. Передняя 19 килограмм. И это при том, что эти колеса шире, их больше радиус. Для примера, размеры переднего диска и обычного диска, это битый сувенир тоже с Джульетты. То есть насколько он меньше по размерам и весит при этом больше. Так, это новая полуось задняя. Эту полуось вы уже видели, поврежден. На восстановление не подлежит.
Тоже бэушная, но в очень хорошем состоянии. Все резинки целые, все шлицы целые. Следующая запчасть — это новый задний амортизатор с изменяемой жесткостью взамен поврежденному. Новое крыло переднее левое. Got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left, tracing my fingers across your skin, singing, can this last forever? I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left, tracing my fingers. Так, какая красота. Это все заводской грунт. Вот для сравнения, которое было с машиной. Все полностью алюминиевое, кстати. Тут пришли кронштейны под крыло. Все новое. Естественно, никаких заменителей на них нету, только оригинал, но все они стоят относительно недорого. Вот этот кронштейн, на нем висит интеркулер, и к нему еще крепится таким вот образом крыло. А вот этот стоит снизу крыла. К нему тоже крепится крыло и порог. Кстати, все кронштейны, даже вот эти, они приклеены к крылу. Старого крыла. Вон. Видно, что он без сварки просто приклеен на какой-то клей. И еще из запчастей это новые болты для крепления рычагов, которые были погнуты у меня. Это разные крепления. Тоже, естественно, все новое, ничего не будем подбирать, только оригинальные запчасти. Задний диффузор, который был с машиной, он, ну, естественно, он будет меняться. Не знаю, может он кому-то и нужен еще, чтобы сделать рестайлинг своей обычной Джулии. Еще из интересного то, что он из красивого пластика. Тут вот, если посмотреть на свет, то видно, что пластик имеет какие-то вкрапления металлика. Ну, интересно переливается, причем это не краска, а именно пластик такой фактуры, я не знаю, он красиво сделан. Самое интересное — это задний подрамник. Тоже бэушный, но в очень хорошем состоянии, без каких-либо повреждений, все уши целые. Кстати, подрамник на QV отличается от подрамника на обычной Джулии. Там он металлический идет, здесь полностью алюминиевый и весит он немного. Ну, так навскидку килограмм, наверное, 10-15, не больше. Так что в следующей серии будем уже его ставить на место и прикручивать всю подвеску, смотреть, как оно все работает. Может быть, даже попробуем проехаться. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.